Всем доброго вечера. Итак, дорогие друзья, поскольку мистических историй очень много, я уже по-разному называла эти истории. И мистика у камина, и у кота-бегемота, по-всякому. Но эти все лекции, эти все рассказы нужны, потому как они помогают, дают возможность узнать многое. Я просто объясняю, что к чему, почему это все привиделось человеку, что это может означать. И подобных историй, естественно, много. Кто-то узнает и историю, которая произошла с ним. Следовательно, узнает ответ на вопрос. И поскольку у нас было различных тем с мистическими историями, я решила начать еще одну серию мистических историй с нашей старой шаманкой. Ну, шаманы-проводники, мир духов. И название уже сразу говорит за себя. Итак, мистика у шаманки. Часть первая. Это история, то есть столкновение с миром духов. Может, они чем-то похожие, да, с темой о смерти. Мир мертвых, который мы сейчас с вами тоже продолжаем. Но в любом случае здесь больше именно мистика. Вообще в мироздании мистики не существует, нет аномалии. Все, что происходит, это нормально. Просто поскольку мы еще не знаем, как это объяснить, мы это называем мистикой. Начнем. Ой. Здравствуйте, Яна. Пожалуйста, передайте Инге мистический случай, произошедший со мной. Я жил на 8 этаже восьмиэтажного дома, когда у нас открылся лифт. Прямо перед ним было зеркало. Однажды я вошла в лифт. Жила, значит, не жил. Дверь еще не закрылась. Я смотрела в зеркало. Вдруг увидела дубликат своего изображения сзади. В этот момент я вспомнила лекцию Инги, где она говорит, если чужой образ появляется в зеркале, она прощается с тобой, но он был мой. Я повернулась, там никого нет. Дверь лифта закрылся. Вернувшись домой, я рассказала об этом бабушке. Она даже не удивилась и сказала, так бывает, ничего страшного. Через несколько дней, когда я вошла в лифт, он вдруг сломался. И меня не могли вытащить несколько часов. Скажите, пожалуйста, это было предупреждение или, может быть, что-то другое? Но ваша бабушка же сказала, все хорошо, не переживайте. Чего ж вы у меня спрашиваете? Спросите у своей бабушки, которая вас успокоила. Знаете, я чему удивляюсь? Когда людям рассказываешь, объясняешь, говоришь, предупреждаешь о том, что может быть. И они потом говорят, ну вот я спросила, там одна женщина сказала, что все хорошо. Бабушка сказала, не обращай внимания. И когда случается беда, они вот, а что делать? Вы сами ответили на свой вопрос. В лекции Инги было сказано, что если является доппельгангер, что означает твой двойник, у меня целая лекция «Доппельгангер» называется. Если он является, значит, он меняется с тобой местами. Он приходит в этот мир, и ты уходишь. Или с тобой случается какая-то беда. Или с тем человеком, чей двойник тебе показался. Я объяснила. Вы говорите, бабушка сказала, не переживай. А почему так случилось потом? Спросите у бабушки. Если я объясняю, показываю, говорю, что ожидать, и это нечто потом происходит,
Так я говорю для того, чтобы люди понимали, что если они такое увидели, нужно отчитывать себя, отчитать. Ну или так отчитывать одно и то же, в принципе. Если человек, услышав мою лекцию, сделал вид, что все нормально, или его успокоили, он решил, что ну ладно, там лучше знают, не буду переживать, то ну, вы спрашиваете, к чему это, а почему это? Там все рассказано, почему это происходит. И я вам скажу, что явление доппельгангер это не означает, что тут же человек уйдет через 2 дня, а может через несколько лет уйти. Но, по крайней мере, явление смерти уже о чем-то говорит. Это предупреждение. Вот вчера у меня спросили, неизбежность ли, да, смерти, сразу ли человека. Я ответила и объяснила, что смерть несколько раз приходит, предупреждает. Силой смотрят, хочет ли человек жить. Ему нужно сохранить его жизнь. Он за это переживает, он держится за эту жизнь. Если видит, что он игнорирует, ему пофигу, извиняюсь за выражение, ну, значит, хорошо. Вот вам уже 1 раз предупреждение было. Вы сигнорировали. Дальше посмотрим. Следующий случай произошел с одной из моих родственниц много лет назад. Она не очень образованная женщина, но я помню, когда я была ребенком, перед нашей дверью стояли очереди, чтобы она смотрела чашку кофе или любой совет по использованию растений для здоровья. Я чувствовала, что это ей не очень приятно. Однажды, когда я была еще школьницей, я спросила, зачем ты делаешь, если это неприятно? Ответ был такой, что этой женщине приснился сон в 19 лет. На что ей сказал старик, ты очень хорошо смотришь стакан кофе, продолжай. Она не слушала. После чего ей снова приснился сон. Тот старик сказал, если не посмотришь, я вырву тебе глаза. Ударил ее, после чего она испугалась, начала делать это. Ну да, я эту женщину могу понять, потому что нельзя отказываться. Как вы называете дар, я называю силу. От силы отказываться нельзя. Обязательно кто-то в роду был. И когда человек отказывается, то часто приходит тот самый старик, он в разных ракурсах и по-разному выглядит. Но приходит и говорит, и предупреждает. Когда я пыталась отказаться несколько раз, мне тоже приходил он и говорил, что ты дальше будешь продолжать. То есть вся моя семья из-за этого страдала, все болели, все было очень страшно, тяжело. Безденежье, просто вот болезни друг за другом. И мне просто пришел во сне и сказал, ты дальше будешь продолжать? Или все-таки образумилась и поняла, что ты никуда не уйдешь? Я образумилась и поняла, что я никуда не уйду. Но, как говорили наложницы в гареме, если мне не суждено уйти отсюда, то я буду сидеть на самом верху. Вот так я решила, что если мне не суждено уйти, значит, я буду одна из лучших в своей профессии. И мне кажется, я этого добилась. Но почему ей это было неприятно, она смотрела. Но ей нужно было немного развить это, и далее ей нужно было брать за это деньги, чтобы не только отдавать, но и забирать какую-то энергию. Я знаю много людей, которые занимаются массажем, оздоровительным массажем, омолаживающим и так далее. Они это умеют, делают, и многие этим радостно пользуются, взамен ничего не приносят, и эти люди начинают болеть. Все, что тебе дано, ты за это должна что-то брать. Иначе ты будешь отдавать жизнь своих родных, близких, свое здоровье. Ты только отдаешь энергию, а тебе нужно наполнять эту энергию. Ты должна обратно брать что-то. Так положено, так нужно. И вот если эта женщина не брала ничего, то понятное дело, что чем дальше, тем хуже и тяжелее ей было вообще в своей профессии, в своем ремесле. Пойдемте далее. Так. Здравствуйте, Яна. Это мистическая история. Муж стал веселые таблетки принимать. Все просьбы мои наоборот делал, грубый стал.
развода не испугался. Я удивлена, козырей больше нет. И тут узнаю, что что вторым ребенком беременна. Тут немножко неправильно написано. Испугалась, что после развода с 2 детьми как-то моими родными моральная поддержка дефицит, и решилась на аборт. Были мелкие сбережения под разными предлогами, вообще сделала аборт. В общем, наверное, нужно было писать. В первую же ночь приснилась моя умершая бабуля. Нельзя ребенка убивать, его Бог дает, и дальше все по этой теме. Я ей стала все объяснять во сне, и мы с ней плывем по комнатам большого дома, ни мебели, ни ковров не было. И в дальней комнате, в углу, большая дыра в полу. Смотрю, а там моя жизнь, как кино. Как меня обижают, как я в отчаянии. Бабуля спрашивает, из-за этого ты так переживала? Это того не стоит. Ты что, не видишь, что зря себя изводишь? Они не стоят того. Я проснулась, спокойная, голова ясная, подала на развод. Было много стоящих причин для развода. Вроде бабуля такого ничего не сказала, но сомнения ушли. Появилось четкое решение. Ваша бабуля просто дала вам силу жизни и забрала ваши сомнения и страх. Вот и все. И поэтому вы пошли на это. Больше всего людей в жизни не могут ничего добиться, потому что они боятся. Я вам скажу, то, чего вы боитесь, это и есть ваше предназначение и ваша профессия. Многие говорят, вот как мне выбрать предназначение. Вот что у вас вызывает страх, это и есть ваше предназначение. Если вы после школы думали, куда уйти учиться, да, какую профессию, в общем, какой профессией овладеть, и вдруг вам в голову приходит, вот я бы хотела стать врачом, но я так боюсь, я боюсь крови, я боюсь операции это все делать и так далее. И ты решаешься, идешь и делаешь, и ты становишься врачом. Все профессиональные люди изначально боялись. Я боялась этого, мне приходили эти видения. Я ужасно этого боялась, не понимала, что это такое. И для того, чтобы не бояться, начинаю это исследовать, узнавать, раскрывать для себя. И я стала профессионалом в магии. И перестала бояться этого всего. Но вначале дана была сила, видения приходили, и я очень этого боялась. Я не понимала, что это такое. Почему это мне, и как мне вообще этого избежать, и не опасно ли это для меня. И чтобы понять, что это такое, я начала его изучать. Вот мое предназначение. Я извиняюсь, просто мне позвонили, что-то сбили меня с толку. Давайте продолжим. Здравствуйте, Яна. Мистическая история. Когда мне было 5 лет, очень часто ночью я видела, как на открытой двери из спальни в лунном свете четкие тени танцующих чертей. Чаще 3 видела. Я не спала, бежала к маме, говорила, мне страшно. Если засыпала в своей спальне, то во сне сильно кричала, но сама это не знала. Просыпалась у мамы на коленях. Это было очень часто. То видела, как на меня накатывается большой многотонный ком ваты. В этот момент я не спала. Мама по мусульманским обычаям стала водить меня, отчитывать к бабушкам, к дедушке. Они с плетью отчитывались, с кинжалом, но все продолжалось. Кто что советовал, все делали. Нож, чеснок, хлеб под подушку. Но как-то посоветовали послать меня днем на кладбище. Там немного подмести двор. Там жили слепые дед и бабушка. Дед что-то шептал на меня, но был несколько старенький. Но был настолько старенький, что мне казалось, просто символически шевелит губами. Я там подмела двор, мыла посуду. Старики днем спят, а я ходила между могил, смотрела фото, памятники. Так было спокойно, хорошо в жару, там прохладно. Людей нет. После этого дня больше не повторилось. Почему сработало, не знаю. Я вам отвечу. То, что вы там подмели и так далее, это вы им оказали услугу. Потому что это люди старые, им особо там деньги ни к чему.
Наверняка ваши родители там продукты, что-то еще принесли, угощение. Это обязательно нужно, сладости какие-то. Муку приносили, не знаю, дрова кололи этим людям. Вот вы там подмели и так далее. Вы оказали им услугу, а за услугу они нашептали вам, начитали. Потом страх мертвых, страх всяких там темных духов, которые приходят к человеку, он может исчезнуть на кладбище не просто так. Значит, смотрите, вы пошли, оказали им услугу, они за услугу вам нашептали, а потом сказали, чтобы вы прошлись между могил, ходили. Вы просто оставили этих духов на кладбище. И этот старик, скорее всего, нашептывал, что все, кто там с ней рядом, все, кто сидит на ней, все, кто рядом ходит с ней, все оставайтесь на кладбище, вот, и дальше не уходите, не идите дальше за ней. Вот куда пришли, тут и останьтесь. И вы просто вот так, проходя между могил, их оставили там. Я такие же работы проводила с людьми, провожу, когда нужно порчу, смерть, темных духов, которые мешают им жить и пугают, нужно оставить на кладбище. Вот так ходить между могил, начитывать иногда со свечой, иногда возле какой-то могилы, которая выбирается заранее мной. То есть я смотрю, что там за человек был. Желательно, чтобы это был, конечно, не самоубийца, желательно, чтобы это был человек непорочный, такой грязный, да. И привожу человека, которого надо почистить, и оставляем там его бедствия, его болезни, иногда и темных духов, которые на его энергии существуют. Вот это все, что с вами провели. И вам это помогло. Вы просто оставили их на кладбище. Вы сами не понимая этого, вы ребенок, вам это не надо было знать. Нашептали, уговорили их остаться на кладбище, больше за вами не ходить. И вы больше их не увидели. Добрый день, уважаемые Инга и Яна. Очень много слушала лекции Инги. И в одной из лекций вопросы-ответы услышала про белые глаза. У меня возник вопрос. У меня постоянно меняется цвет глаз. То они у меня серые, то серо-зеленые, то серо-голубые, изумрудные. Может, уважаемая Инга, объяснить такое явление? Здесь никакой мистики нет. Глаза обладают определенной энергией. Глаза – это зеркало души, это дорога к мозгу. И иногда у человека вообще с возрастом меняется цвет глаз, становится светлее. Меньше там, сейчас не помню, как он называется, пигмент глазной. Он становится более светлый. И глаза человека с возрастом становятся намного светлее. Если они были коричневые, становятся желтовато-коричневые. Если они были голубые, они становятся совсем уж светлые, светло-голубые или светло-синие и так далее. Точно так же, как и пигмент, который содержится в волосах, тоже начинает уходить, и волос начинает сидеть. И цвет лица человека, кстати говоря, тоже становится светлее с возрастом. Так вот, ну это уже не тот, да, не румянец, а именно болезненно светлый уже предвестник старости. И когда человек выходит на солнце, у него могут быть немного другого цвета глаза. Когда злится, у него концентрация определенной энергии в глазах, он может дать другой цвет глаз и так далее. Здесь мистики нет никакой. Про белые глаза это вы не поняли. Это было сказано о том, что иногда просто зрачки виднеются, как вот в фильмах ужасов. Ты разговариваешь с человеком, а у него только зрачки. Это значит, он либо обладает силой, либо он одержим. И кто-то через его глаза на тебя смотрит. Вот о чем было сказано мной. Здесь медицина, здесь физиология, здесь нет мистики. У всех глаза меняются со временем. У всех меняются иногда до неузнаваемости. Меняются, когда человек в гневе или в радости. Зимой у нас глаза кажутся темнее, летом светлее. Это из-за солнца, взаимодействие солнечных лучей и тех самых
пигментов, которые находятся в глазах человека. У некоторых пятнышко появляется внутри глаза. Это нужно сразу проверять, потому что это может быть началом глаукомы. Вот, давайте дальше. Еще у меня два вопроса о рождении. Если ребенок рождается в течение года после смерти близкого родственника, то ребенок считается посланным небес. Так ли это? Кто эту глупость, эту ерунду вам сказал, что он послан небесами? У меня бабушка говорила, что от такого ребенка нельзя избавиться, что за это потом будет большое наказание. Ни от какого ребенка желательно не избавляться, но если бывает иногда, что дети рождаются от насильников, то вместо того, чтобы каждый день смотреть и проклинать этого ребенка, видя в нем черты лица того человека, который взял вас силой, унизил вас, я считаю, лучше избавиться, потому что ни ребенку не будет радости и счастья в этой жизни с такой энергией, рожденной от ненависти, и женщине не будет. Знаете, лучше вообще не родить, чем родить ребенка, которого ты ненавидишь, не любишь, и он, отвратителен тебе. Например, после войны очень много таких называли фашистята. Очень много осталось немецких детей, которые где-то матери прятали, обманывали, что муж погиб, там ребенок родился. В то время некому, не до этого было, кто там сидел, проверял, но были случаи, когда матери не хотели их видеть, когда видели в них лицо насильника, а это ребенок того человека, если его можно так назвать, он взрослеет и приобретает черты своего отца. Понятное дело, что это отталкивает. Нужно иметь очень большое мужество, очень большую силу души, великодушие, очень высокую планку души, чтобы сигнорировать этот факт и принять своего ребенка таким, какой он есть, все время не пытаясь увидеть в нем черты насильника, не боясь, что он станет таким же, как отец и так далее. Понимаете? Поэтому в некоторых случаях, если ребенок настолько нежелательный просто, нежеланный, настолько отвратительный для вас, лучше от этого ребенка избавиться, даже если вы после этого не сможете родить. Вот даже если так. Чем отравлять свою жизнь? Тем, что, не любите вы этого ребенка, понимаете? Не любите и все. Не хотели. Что касается того, что в течение года, если забеременела, это дает послание небес. Вообще-то послание небес каждый ребенок. Неважно, когда он дался, через год, 2 или сколько. Я родилась... Даже год не прошел после смерти моего деда. Я родилась. То есть мне 43 года, да, его не стало 44 года. 43 с чем-то. Как его не стало, и я в течение этого времени родилась. Не знаю, посланница ли я небес или преисподней. Но дали мне жизнь, если можно так сказать, физиологически. Нет. Понимаете, я так понимаю, что поскольку из семьи уходил человек навечно, да, умирал, почему люди говорили, что надо родить 3 детей? 2 детей ты рожаешь за себя и за своего мужа. Вместо вас оставляешь в этом мире. Вы уйдете когда-нибудь. Ты как бы наполняешь. А 3-го ты даришь миру. 3-й просто. То есть после 2 детей дальше ты даришь этому миру. А 2 ты воспроизводишь на место себя и своего мужа. Поскольку вас 2 не станет с мира, ты 2 и отдаешь миру. Но чтобы дальше отдать, приумножать род человеческий, ты рожаешь еще. Кто хочет родить, естественно. Так считается. Я так понимаю, что это пришло издревле. Иногда некоторые традиции, обычаи носят очень практичный характер. Например, есть сезоны, когда нельзя охотиться на определенных животных, да, определенных зверей.
считает, что это какой-то священный месяц, и в это время опасно, нельзя охотиться. На самом деле просто есть месяцы, когда они размножаются, и чтобы популяцию поддерживать, жрецы не допускали до охоты, запугивая всякими наказаниями. Вот здесь то же самое. Умер человек, ушел из семьи, и вот его утрату надо восполнить новым рождением. И поэтому лучше, то есть даже если там этот ребенок был не очень запланированный, лучше не трогать, потому что только что человек ушел, на его место должен кто-то прийти. Вот исходя из этого, из практичных таких соображений, может быть, да. Ну а так, каждый ребенок посланник небес. Если уж так подумать. И второй вопрос о рождении детей. Я долго не могла забеременеть, но после того, как ко мне явилась бабушка моего мужа, сказала, что ей нужен наследник, я его рожу, я ей сказала, что Лёша хочет дочку. На что она мне ответила: мне все равно, что хочет Лёша, ей нужен наследник. Я ей сказала, что наследник, если что, у нее есть. У родного брата мужа уже на тот момент был сын. Но она сказала, что она хочет, чтобы дом и земля перешли по линии моего мужа. Через месяц я узнала, что беременна. Всю беременность она приходила ко мне, поддерживала меня. Беременность у меня была тяжелой. После родов она пришла ко мне и сказала, что больше ко мне не придет. Она будет рядом с моим сыном. Когда сын был маленький и болел, он говорил, что бабушка к нему приходит, гладит его по голове. Когда я спросила, какая бабушка, то он сказал, что видел ее на фотографии. И показал пальцем на фотографии на бабушку мужа, хотя на фото было несколько человек. С бабушкой мужа я не была знакома, мы с мужем познакомились после ее смерти. А еще сын рассказывал, что иногда ходит на могилу к своей прабабушке, когда ему плохо, ему становится лучше. И прабабушка выполняет его просьбу. В связи с этим у меня вопрос. Прабабушка охраняет своего внука, и как они выбирают себе наследников? Может, я что-то пропустила в лекции, очень хочется узнать ответ. Вот послушайте меня. Дело в том, что род оттуда следит за своим продолжением. Кто-то в роду через 7-8 поколений, по-разному, обычно через 7 поколений, становится берегиней. Берегиней рода. И идет такой нулевой отчет. Обновляется род вот с этого человека, вот с этой бабушки. Опять началось обновление рода. Свекровь. Я вам говорю, да? Вся кровь. Кровь всех. Всех представителей рода, родоначальница. Она становится берегиней после смерти. Вот она пришла и сказала: мне все равно, есть у них сын или нет, хочет Лёша там дочку. Я сказала: будет сын и будет продолжение. Значит, род выбрал через вас. Значит, ваша генетика здоровая, сильная. И они захотели, чтобы именно вы родили продолжение рода. Понимаете? Там тоже есть сноха. Ну, значит, у нее в роду есть проблемы какие-то. Значит, у нее не совсем все хорошо. И они, да, там тоже есть ребенок, тоже принадлежит их роду, но продолжение хотят от вас. Значит, там продолжения дальше не будет. Значит, будут рождаться дочери, выйдут замуж, там фамилии возьмут своих мужей, и закончится. Та ветка завершится. Не смертями завершится, а тем, что как бы фамилия там не продолжится. А вот здесь они захотели продолжение фамилии именно от вас. Значит, род вашего мужа вас выбрал, познакомил с ним. Потом они решили, что вы должны родить ребенка. И родить именно мальчика, и вот от него пойдет это продолжение. И поскольку этот ребенок был для них желанный, они отправили душу, чтобы родился ваш ребенок, род отправил. Если род сильный настолько, что они приходят и говорят вам, и вы не зная человека, но вы видите ее во сне, то есть у вас нету духовной или какой-либо родственной именно кровной связи с этим человеком, но она пришла вам, сказала, и как она сказала, так и случилось. Потом сказала: буду с твоим сыном. Вот, теперь она оберегает его, она будет вести его линию. Вы нужны были ей для того, чтобы продолжить род. Извиняюсь, живой инкубатор. Вы должны родить здорового, хорошего сына. Ваша генетика подходит им. Вы родили, все, спасибо, до свидания. Они идут дальше, уже как бы оберегают своего продолжителя рода.
И вот от него они познакомят его с той девушкой, с которой надо, которой им нужно. Почему так происходит? Иногда род очень часто как бы взаимодействует с женщинами, у которых слабая генетика, какие-то болезни в роду, ну, если род не очень, да, и род начинает слабеть. И тогда им нужен сильный генофон. Это вы. Вы должны познакомиться, они сводят, знакомят, потом рожает эта женщина ребенка, они потом ведут этого мальчика. Потом приводят к нему ту женщину, которая сильна, у которой генетика чистая, сильная, сильный род, и соединяют их. Она рожает, то есть обновляют они кровь рода, усиливают, чтобы у них рождались сильные дети, чтобы у них была красивая генетика, чтобы у них был красивый род. Но не каждому роду это позволено, это привилегия. Значит, в роду вашего мужа, скорее всего, были сильные люди, достойные люди. Может, меценаты были, может быть, знаете, занимались там, какую-то важную миссию несли для страны, для своего народа, поэтому им позволено усиливать и помогать своему роду. Почему я говорю, что наши поступки и наши хорошие и плохие поступки, они обязательно выйдут навстречу нашим детям, внукам, правнукам? Вот об этом речь. Род себя порекомендовал достойно и дали возможность, позволили охранять, оберегать, сводить с сильными женщинами, с красивыми женщинами, чтобы рождались красивые, сильные дети. Вот он идет, сильный род, понимаете? Корнями укрепились, закрепились, и они ведут. И вашего сына познакомить с нужной девушкой, и она родит сильных, здоровых детей. И так пойдет. Вот о чем речь. Поэтому стоит вести достойную жизнь, чтобы вы потом оттуда вам было позволено. Представьте, как они счастливы, видя, что у них сильный род, что у них сильные дети, что у них счастливые семьи. И насколько несчастны бывают души, видя, что у них род, семья разрушается. Для них это мучение. Но это и есть родовое проклятие, это и есть наказание человеку за то, что там чей-то род он приостановил. Теперь он оттуда будет смотреть, видеть, как останавливается его род, как спиваются, как погрязли в блуде и в аморальности его потомки. И что его продолжения не будет. А зачем нужно продолжение рода? Затем, что пока есть род у тебя на земле, тебе будет идти, оттуда постоянно благословение, сила, энергия, тебя помнят, тебя благодарят за твоих детей, внуков и правнуков и так далее. Это им нужно. Это чисто из эгоистических соображений для себя, чтобы у них была энергия там, ну и чтобы их род здесь продолжался. Понимаете? Вот. Так. Значит, фотографии явно проявляется чей-то дух. Так. Давайте я вам сейчас покажу как-то так, чтобы было понятно. Значит, вот фотография. Вот наверху. Она просто стоит, у нее ничего нету. Просто сумка и чья-то голова. Смотрите, кто-то как будто бы сзади, кто-то стоит и еще что-то, какие-то черные такие. Ну, вы знаете, это море, насколько я вижу, да. Может, океан. Океан – это большое море. И в этом океане, в море могли утонуть множество людей, да, или умерших людей. Кто-то утопился, кто-то, может быть, очень любил ходить в этот берег, кого-то, может быть, убили на этом берегу. Вы же не можете знать всю историю вот этого берега, этого моря, что здесь происходило, какое время, в какие века. Чья эта душа может быть, это мы не сможем сейчас вот сидеть и угадывать. Чья-то может быть, но факт в том, что это, скорее всего, призрак, привязанный к этой местности. Если они не нашли покой, если что-то случилось с этим человеком, если его вынудили даже, скажем, покончить с собой,
утонуть, да, утопить себя, то его душа привязывается к этому месту. Но, в принципе, людям он вред причинить не может, и поскольку у него нету для этого каких-то причин, этот человек, да, эта девушка, она ж не виновата в смерти того, кто проявился. Поэтому он просто проявился. Почему? Потому что для нас закрыта ширма. Знаете, не помню, какой-то из христианских богословов сказал, что если бы люди видели все то, что вокруг них, многие сошли бы с ума. Ну вот поэтому эта ширма существует. А у фотоаппарата нет этой ширмы или у телефона. У него нет запрета. Это искусственный глаз. Поэтому он может фиксировать и снимать то, что наш глаз не видит. Наверняка вы не видели, когда проявили или посмотрели фотографию. Сейчас не проявляется, сейчас уже есть в телефоне. Да, когда вы посмотрели, скорее всего, удивились, потому что в тот момент, когда вы фотографировали, вы это не видели. Вот, собственно, и все. Здравствуйте, Яночка. После услышанных историй в рубрике «Мистические истории» решила вам написать. Первый раз это произошло после зеркальной чистки. Я вспомнила, когда услышала подобное описание подписчицы. И во время ритуала ничего не ощущала. Но потом у кровати никак не могла развязать пояс на халате. Почувствовала, как холодная змея восьмеркой окутывает мне ноги. Я, правда, не испугалась. Легла, это что-то дышало, ползало к лицу. В этот момент первый раз испытала такое чувство, что происходит, не слушая меня. Было очень сильное чувство тревоги. Несмотря на то, что я вообще не испугалась, даже радовалась, что что-то чувствую. Это были мои мысли. После откупа все прошло. Неделю назад моя дочь спала после работы, я ушла на работу. Потом она спросила, возвращалась ли я домой, так как слышала мой голос. Через пару дней я заболела. Уходя к врачу, я просто захлопнула за собой дверь, а вернувшись, обнаружила, что дверь закрыта на ключ. Дочь была дома, сказала, что ничего не слышала. Что это такое и так далее. Значит, услышав историю о голове гусеницы, почему-то вспомнила. Вот, слушайте внимательно. Дело в том, что не из-за того, что вы там провели зеркальную чистку, а вы это все увидели. Нет. Просто проведя зеркальную чистку, когда ты дома проводишь чистки, немного очищается и атмосфера дома. Вы просто напугали того, кто у вас был уже. И он начал себя проявлять, поскольку не хотел уходить. Боялся. Они так приходят, запугивают, чтобы человек остановился, больше не делал. Вы же первым делом подумали, я вот сделала, поэтому вот и вижу его. И, следовательно, вы могли просто решить для себя, что, ну, раз я после чистки это все вижу, значит, мне надо перестать вообще делать чистки. Нет. Не из-за чистки это проявляется, а потому что чистки пугают этих духов. Они ведь питаются вами. Они питаются вашей энергией. И когда вы проводите чистки, вы, по сути, закрываете им вот эту вот возможность жрать вас дальше. И, естественно, их это не устраивает. Это как плохие квартиранты, которые не хотят уйти и хотят дальше вами питаться. И они начинают проявлять себя, чтобы вы боялись дальше что-либо делать. Я вам советую включить, значит, убрать сущность голосом ведьмы. 3 вечера кряду, после он уйдет. Это уже испуг. То, что вы не испугались, это нормально. Объясню почему. Потому что мы всегда ищем подтверждение тому, что потусторонний мир существует, что мир духов существует. И когда мы находим это подтверждение, вместо страха у нас какое-то внутреннее вот такое вот удовлетворение какое-то, что да, вот там есть жизнь, там что-то есть, и нас слышат. Вот поэтому. Но это не говорит о том, что они не опасны. Так. Здравствуйте, уважаемый Инга. Доброго вечера. Доброго времени суток, дорогая Яна. Эту историю мне рассказала моя одноклассница. Дело было в деревне 6 на 7 января. Как обычно, накрыли столы, позвали родственников, соседей, истопили баню, сели отмечать. Между делом ходили по очереди мыться. Это Старый Новый год, да, по-моему?
в баню. Последней была ее бабушка, мать отца. Время уже перевалило за полночь. Ей родная родня, фу ты, не ходи после 12, завтра помоешься. Вообще нельзя вечером купаться, если хотите знать. Ну, в такое время еще ладно, можно, но прям вот, когда уже к ночи идет, ближе к 11, лучше не купаться. Банщики не любят, когда идут по ночам. Это плохо заканчивается. А та уперлась, нет, и все. Ждут час, ее нет, ждут второй, ее опять нет. Подумали, может, выпила и нерасторопной стала, а народ тем временем хорошо даты особо не придавали значения. Только уже под утро кинулись, где бабуля. Ее сын побежал искать, подойдя к бане, увидел, что дверь почему-то открыта, хотя бабуля всегда закрывалась на крючок. Зайдя в баню, он обалдел, на полу лежала его мать без сознания, вся в синяках. Он ничего не понял, вызвали скорую, увезли. Вся родня не находила места, кто мог такое сделать. Всю деревню подняли на уши. На следующий день приехали всей семьей к ней в больницу. Она пришла в себя и рассказывает сыну, мол, пришла в баню, начала раздеваться. Как стук в дверь. Я спросила: Валерка, ты? Мне ответили твоим голосом: я. Тогда я открыла, увидела огромную фигуру черта. Он был очень злой. Это банщик. Вот как я и сказала, вы опередили. Высокий, с рогами, волосатый, глаза светились. Сзади него было много чертей, поменьше ростом. Он ей сказал: бабка, ты почему после 12 пришла мыться в баню? Ваше время до 12, а наше после. А куда свою семью поведу мыться, грозно сказал ей. А куда я свою семью поведу мыться? Так, сейчас. После этого взял кочергу и стал ее охаживать, пока она не отключилась. Так она рассказывала. После этого случая она поправилась, еще долго жила. Послушав этот рассказ, как-то сначала не поверила. Думаю, может, преувеличивает моя подруга. Но на всякий случай после 12 я перестала ходить мыться в баню. Мало ли. Правильно сделали. Вообще вечером. И вообще одни, если вы моетесь вечером, идите не одни. Очень много таких случаев, когда угорели в бане вообще без каких-то причин, когда, значит, просто отключались, плохо становилось и находили мертвыми, когда били их. Страшные были случаи, там, снятие скальпа и чего только не было. Конечно, подозревали людей, искали, но в этом случае я, конечно, удивляюсь, что люди до утра прям, ну, наверное, сильно выпили, увлеклись праздником и как-то забыли про бабку. Но банщик или темные духи, ну, в этом случае мог и банщик быть в образе черта, они могут проявиться в любом обличии, это не факт. И они не любят, когда человек идет в баню в темное время суток. И причем идет один. Ну, сейчас рано темнеет, вообще постарайтесь. Никогда. Вот с 12 до 3 это их время. С 12 до 3 желательно не брать ничего острое в руки, острые предметы. Кстати, сегодня пятница 13, я выставила в сообществе, вы можете провести, отдать свои беды этим духом. Прям совпало, да, пятница 13. Вот, да. Лучше ночью не мыться, я объяснила почему. Не врет эта бабка, это правда. Действительно. Может кто-то сказать, галлюцинации, может выпила. Ну, думайте как хотите, но то, что ее избили, это факт. И чихнула, представляете, просто выключил. И избили точно не люди. Добрый день, уважаемые Инга и Яна. Хотела рассказать свою мистическую историю и понять, что это было. В 11 лет ночью я постоянно чувствовала чьё-то присутствие рядом. Особенно было страшно возле зеркала определенного. Конечно, никто не верил. Сначала я просто чувствовала присутствие, потом ощущала дыхание. И последняя встреча была в 15 лет. Это была женщина. Она была не одна. В ту ночь всегда было страшно. Лежала, уткнувшись в подушку, а тут осмелилась посмотреть. Увидела женщину молодую.
собранные волосы, сарафан в полоску, зебра. Ноги то ли не увидела, то ли их не было. От страха подскочила, закричала, включила свет. После этого стала убирать вообще все зеркала, закрывать комнату на ночь. Мне так было спокойнее. А самое большое зеркало, которое больше всего было неприятно, уговорила маму выкинуть. Оно было очень старое, как оказалось. Потом была еще одна встреча, но не знаю, что это было. Утром часов 8-9 я не спала, открыла глаза и ощущаю ветер. Его сильный звук. Кошка как с ума сошла, носилась по всей квартире. Мне было страшно, будто не могла пошевелиться, вжалась в диван. В итоге кошка подбежала ко мне, когтями прям в ногу впилась. На этом все закончилось. До сегодняшнего дня в маминой квартире боюсь ночевать. Если останусь, то очень редко. Сплю с мамой. Ребенок там бывает. Боюсь, не влияет ли на него это. Он и так не разговаривает. Иногда какие-то шаги слышу там, но стараюсь скорее уснуть. И последний случай 5 лет назад. Алтай, новая база отдыха. Не поняла, явь или во сне. Закрытыми глазами в этой комнате возле нас с мужем стояла страшная женщина в лохмотьях, длинные растрепанные волосы. От ужаса перескочила на другую кровать к мужу. А он подскочил, сказал, ее тоже увидел. Сейчас говорит, не помнит такого. Скажите, пожалуйста, что это было или мне привиделось? А то иногда кажется, с головой проблема от таких вещей. Начнем с конца. База отдыха Алтай. Очень может быть, что когда-то это была стоянка шаманов, либо там какие-то камлания проводились, какие-то ритуалы. И просто через некоторое время это все снесли, убрали, а может быть, ничего не убрали, может, уже ничего не было. А может, там была древняя могила, и построили эту базу. И вот растрепанные волосы этой женщины, и она сама в лохмотьях, это могла быть хозяйка этого места, просто она являлась тем, кто там отдыхал. Если вы спросите, наверняка кажется, что вы не одна это видели. То, что ваш муж сначала сказал, что видел, а потом говорит, что не помнит такого, это от страха. Мужчины иногда отрицают, думая, что если они скажут, то их примут за ненормальных. Иногда мы сами можем что-то видеть, а потом очень долго сомневаемся в том, действительно ли нам это привиделось, или, может быть, мы, может быть, бурная фантазия, может, что-то с нашей головой, как вы говорите. Часто люди иногда, вот, вспоминая то, что видели только что, часто начинают думать о том, что, может, это было во сне, может, полусне, может, показалось. Это нормально, это игра разума. Во-первых, это происходит для того, чтобы человек не боялся и не сошел с ума от этого всего. Во-вторых, потому что в нашей жизни это очень редко бывает. И это происходит настолько быстро, это в доли секунды, что мы потом очень долго сомневаемся в том, что действительно ли это было, или просто это мы впали в какое-то в забытие, да, отключились, и может, нам показалось, может, нам приснилось это все. Мы не можем до конца осознать. И в тот момент он был полусонный. Он мог подумать, что ему это все снится. Иногда человек падает откуда-то и думает, что это во сне. Думает, я, наверное, сплю, не верю. Сейчас проснусь, и все прошло. Говорим же мы иногда. Такое чувство, что я в кошмарном сне. Вот сейчас проснусь, и все исчезнет. То же самое. Теперь, что касается зеркал. Старые зеркала – это порталы.
Вообще все зеркала порталы, но старинные зеркала, особенно порталы, вы просто видите хозяйку этого зеркала. Первую хозяйку, которая владела этим зеркалом, и каким-то образом это зеркало попалось к вам. Как она попала к вам? Может быть, украли у этого человека. Может, после ее смерти дети взяли все, распродали. Всякое может быть. Лучше старинные зеркала вообще не вешать дома. Если у вас нет определенной способности их чистить, заговаривать. Вот у меня есть старинные зеркала, мне отправляют. И они мне нужны, они как порталы. Но я не боюсь, я живу в этом мире. У меня находятся и волосы мертвых, и путы, и пятаки от мертвых, и вдовьи платки. У меня находится и кладбищенская земля, где-то там лежит, далеко, конечно, за домом, и прочее. То есть для таких людей, как я, это все вспомогательные вещи. Но обычному человеку, который не имеет никакого отношения к магии и не знает, как вообще от этого потом избавиться, как этим всем пользоваться, лезть в эти дебри очень недальновидно и очень глупо. Если ваш ребенок не разговаривает, лучше, чтобы ребенок часто там не находился. Очень может быть, что в детстве он что-то увидел, испугался и после этого не разговаривает. Просто не может объяснить это. Был очень маленький. А может быть, потому что эти силы наказывают. Если они там поселились, там остались. Если ваша мама, например, позволит там провести чистку, лучше вам это делать. Иначе жизнь в такой квартире, в таком доме будет просто невыносимой. На сегодня все. Так, я еще раз напомню, да, что ваши мистические истории, связанные с миром мертвых, с миром духов, встречи с духами, ваши истории касаемо результатов проведенных работ, можете отправлять Яне в будние дни до 10 вечера. Всем удачи и всех благ.